1944. Лагерь Буна. Мальчик. В лагере его звали ангелом с грустными глазами. Кто-то из тысячи заключенных не выдерживает. «Где сейчас Бог?» Тихий голос сзади. «Вот он, рядом с ним, на этом эшафоте». Элиэзер Визель услышал в этих словах гибель Бога. А если он был неправ, и Бог не наблюдал сверху? Если он задыхался внутри, вместе с мальчиком? Где Бог во время войны? Этот вопрос задают, когда гремят орудия, и каждый раз не дожидаются ответа. В этом видео 5 человек, которые заплатили максимальную цену. Вы узнаете, почему пацифист стал готовить заговор, зачем пилот направил оружие против своих, как победить в аду, не сделав ни выстрела, и почему старый врач пошел до конца, лишь бы не отпустить детские руки. 5 историй, 5 разных судеб и финал, который перевернет ваше понимание заповеди «Не убий». Аушвиц. Лето 1941. Жара, от которой мокнет полосатая роба. Запах, к которому невозможно привыкнуть. Сладковатый, тяжелый, из лагерных труб. Апельплац. Плоская площадь утоптанной земли, где тысячи пар ног стоят на вечерней поверке. Тишина. Только лай собак и голос офицера. В строю стоит человек с номером 16670 на груди. Максимилиан Мария Кольбе. Францисканский монах, поляк, 47 лет. Одно легкое, второе съел туберкулез. Он еле дышит. На его теле следы жестоких побоев от надзирателя по кличке Крот, который выбрал его для особого внимания. Но до лагеря этот человек не жертва. Он – основатель монастыря Неполиканув, Горджия из 600 монахов под Варшавой. Он печатает журнал тиражом в 700 тысяч, он строит радиостанцию, а в 1930-м садится на корабль в Марселе и уезжает в Японию, не зная ни слова по-японски. В Нагасаки он ставит монастырь на неправильной стороне горы, той, которую местные считают несчастливой. Через 15 лет атомная бомба уничтожит весь город, но монастырь Кольбе уцелеет. Гора примет ударную волну на себя. К тому времени Кольбе уже вернется в родную Польшу. И когда ее оккупируют нацисты, его монастырь превратится в огромный лагерь для беженцев и евреев. Немцы предлагали ему неприкосновенность из-за немецкой фамилии. Подполье дважды предлагало ему бежать и спрятаться. Он отказался. Когда его все-таки арестовали, сокамерники вспоминали. Он ни разу не выразил ни гнева, ни отчаяния. Делил хлеб, тайно исповедовал, служил мессу с контрабандным хлебом. Теперь конец июля. Из блока 14 сбежал заключенный. Побег удался. Но цена побега – 10 жизней. Заместитель коменданта Карл Фрицш идет вдоль строя. Указывает пальцем. 1, 2, 5, 7, 10. Приговор. Камера голода в подвале блока 11. Без еды, без воды. Пока не умрут. Один из отобранных – Франчишек Гаевничек, сержант польской армии. Заключенный номер 5659. Он кричит. Голос ломается. «Моя жена! Мои дети!» И тогда из строя выходит человек. Он снимает шапку, подходит к Фридшу. Фриц рявкает. «Что хочет этот польский свинопас?» Кольбе говорит тихо. «Я католический священник. Я готов пойти вместо него. У него жена и дети». Фриц смотрит на него. Пауза. Потом кивок. Он уже еле стоит. Какая разница? 10 запирает в темной камере подвала блока 11. Обычно из камер голода слышны крики, стоны, звериный вой. Из камеры Кольбе – пение. Гимны Богородицы, молитвы. Тихие слова утешения. Заключенный уборщик Бруно Барговец, назначенный выносить тела, потом расскажет. Иногда они были так погружены в молитву, что не замечали, как охранники открывали дверь. Другие заключенные приходили к окну камеры, слушать. 2 недели, без еды, без воды, на цементном полу. К 14 августа 6 мертвы, 4 живы. Кольбе среди них. Камера нужна для следующей партии. Тюремный палач прерывает их мучения финальным уколом. По свидетельствам, Кольбе сам протянул руку. Тело кремировано на следующий день, 15 августа. Католический праздник Успения Богородицы.
А Гаевничек? Его переводят в Заксенхаузен. Он выживает. Возвращается домой, находит жену. Но оба его сына, Богдан и Юлиуш, погибли при бомбардировке в 45-м, еще до его освобождения. Кольба отдал жизнь, чтобы отец вернулся к детям. Детей уже не было. Гаевничек проживет до 93 лет. Посвятит 53 года одному делу. Рассказывать о том, что сделал незнакомый монах. Он будет стоять на площади Святого Петра в Риме, когда Иоанн Павел II, поляк, переживший оккупацию, канонизирует Кольбы. Папа скажет: «Максимилиан не умер, он отдал свою жизнь за брата». Пустые руки, никакого оружия, только выбор. Окинава, май 45-го. Возможно, вы смотрели фильм по соображениям совести и думаете, что знаете историю. Но кино показывает нам героя боевика без винтовки. А как понять, где в этот момент был Бог? Дезмонд Дос стоит у подножия обрыва Маэда, скальной стены высотой 120 метров. Наверху укрепленные позиции. Батальон поднялся по веревочным лестницам. Противник открыл шквальный огонь. Артиллерия, минометы, пулеметы. 75 человек упали. Остальные отступили вниз. Раненые остались наверху. Дос не отступил. Чтобы понять, кто этот человек, отмотай на 25 лет назад. Линчбург, Виргиния. Бедная семья адвентистов седьмого дня. Отец – плотник, ветеран Первой мировой, алкоголик. Однажды пьяный он достает пистолет и наставляет на родного брата. Мать бросается между ними, выхватывает оружие, отдает маленькому Дезмонду. «Спрячь». В тот день мальчик клянется Богу. Он никогда больше не прикоснется к оружию. В 42-м Дос записывается в армию добровольцем. Он мог бы получить отсрочку, работает на военной верфи, но хочет служить, только без оружия. Он медик. Он спасает жизни, а не отнимает их. Он не отказник совести. Он сознательный сотрудник, как он сам себя называет. Тренировочный лагерь становится адом. Его считают трусом и обузой. Когда он встает на колени у койки для молитвы, ему кидают ботинки в лицо. Один солдат обещает: «Дос, как только попадем в бой, я позабочусь, чтобы ты не вернулся». Командиры пытаются объявить его психически негодным. Пытаются отдать под трибунал за отказ брать оружие. Не получается. И вот он стоит у обрыва Маэда. Один. Без оружия. Наверху раненые, которых считают мертвыми. Он поднимается. 12 часов. Под огнем. Один. Он придумал способ. Двойная петля, которую обвязывает вокруг раненого и спускает его на веревке с обрыва в руки ожидающих внизу. Подтащить, обвязать, спустить, вернуться, найти следующего. После каждого одна фраза. Тихая, как выдох. Dear God, let me get just one more. Господи, дай мне спасти еще одного. 75 человек. Армия насчитала 75. Сам Дос говорил, не больше 50. Командование округлило вверх. Точную цифру не знает никто. Он работал один, на вершине, без свидетелей. Через несколько дней осколки гранаты тяжело ранят его в ноги. Он перевязывает себя сам. Ждет помощи 5 часов. Когда его, наконец, несут на носилках, атака. Дос приказывает положить на его место другого раненого. Идет сам. Вражеский огонь тяжело ранит его в руку, ломая кости. Он делает себе шину из приклада винтовки и добирается до медпункта. Его объявляют погибшим. Новость доходит до Линчбурга. Он пишет матери. Живой. 12 октября 45-го президент Трумэн жмет ему руку у Белого дома и не отпускает, пока зачитывают цитату на медаль почета. Первый отказник совести, получивший высшую военную награду Америки. Трумэн говорит: «Я горжусь вами. Я считаю это большей честью, чем быть президентом». Веревка с двойной петлей. Никакого оружия. Молитва как действие. А сейчас
Сложнее. Дитрих Бонхёфер. Лютеранский пастор, богослов, пацифист. Сын профессора психиатрии из Берлинской академической элиты. Человек, написавший книгу «Цена ученичества», в которой разнес дешевую благодать, веру, которая ничего не стоит. И потребовал дорогую благодать, веру, за которую платишь жизнью. Он заплатит. 1 февраля 1933-го, через 2 дня после прихода тирана к власти, Бонхёфер выступает по радио. Говорит: «Лидеры и правительства, которые поклоняются сами себе, насмехаются над Богом». Трансляция обрывается. Он основывает исповедующую церковь, движение пасторов, отказавшихся подчинить христианство официальной идеологии. Руководит нелегальной семинарией. Тайная полиция закрывает ее. Он продолжает тайно. В 1939-м друзья помогают ему уехать в Нью-Йорк. Безопасность, кафедра, жизнь. Он проводит там несколько недель и возвращается. Пишет Рейнхольду Нибуру: «Я не буду иметь права участвовать в восстановлении Германии, если не разделю ее испытания». И вот поворотная точка. Зять Ганс фон Донанье, юрист военной разведки, рассказывает ему о том, что творят войска и тайные отряды. О систематическом уничтожении. Пацифист принимает решение. Он входит в заговор с целью свержения диктатора. Зять спрашивает: грех ли для христианина отнять жизнь тирана? Бонхёфер отвечает: отнять жизнь – это все равно грех. Но видеть зло и не остановить его – тоже грех. Он называет это свободной ответственностью. Грех, который берешь на себя с открытыми глазами, не оправдываясь. 5 апреля 43-го – арест. Тюрьма Тегель в Берлине. 18 месяцев. Он пишет письма, которые станут книгой «Сопротивление и покорность». Исповедует сокамерников. Некоторые охранники начинают его уважать. 20 июля 44-го – попытка переворота. Взрыв. Диктатор выживает. Обнаруживаются документы, связывающие Бонхёфера с заговорщиками. 4 апреля 45-го тиран читает дневники адмирала Канариса. Приходит в ярость. Приказывает уничтожить всех участников. 8 апреля трибунал без свидетелей, без защиты, без протокола. Приговор – высшая мера. 9 апреля 1945-го. Рассвет. Флоссенберг. Бонхёфера выводят во двор лагеря. Вместе с ним адмирал Канарис, генерал Остер, еще 4. Последние испытания длятся почти 6 часов. 3 недели до конца войны. 2 недели до освобождения лагеря. Месяц до капитуляции. Пастор-пацифист, написавший о дорогой благодати, заплатил за нее собственной жизнью. Заповедь и план заговора в одной голове. Заповедь не оказалась ложной. Просто мир, погруженный во тьму, иногда не оставляет человеку чистого выхода. И за право остановить зло приходится платить самой страшной ценой – собственной душой и жизнью. Варшавское гетто. Август 1942. Жара. Запах, который невозможно описать и невозможно забыть. Канализация, пот полумиллиона людей, загнанных на 2,5% территории города. Падающие от бессилия на улицах. Обыденность. Люди лежат на мостовой, слишком слабые, чтобы просить. В приюте на Сиенной, 16, живут 192 ребенка. Директор приюта – Януш Корчак. Настоящее имя – Хенрик Гольдшмидт. Педиатр, писатель. Автор «Короля Матюша I». Сказки о мальчике, который стал королем и решил, что у детей должен быть свой флаг – зеленый. До войны его еженедельную радиопередачу «Старый доктор» слушала вся Польша. В его приюте детский суд, детская газета, детский парламент. Он верил, что ребенок не заготовка для взрослого, а полноценный человек. Это была революция. Теперь он ходит по улицам в старой военной шинели, выпрашивая еду. Он ведет таблицы снижения веса своих детей и как врач понимает, что означают цифры. Друзья с той стороны стены предлагают ему бежать. Фальшивые документы, укрытие на другой стороне. Он отказывается. 2.
Его помощница Стефания Вильчинская тоже могла уехать. В Палестину, в кибуц. Она остается. 22 июля начинаются депортации. Товарные вагоны. 300 тысяч человек за 2 месяца. В начале августа очередь детских домов. 5 или 6 августа солдаты приходят в приют. Приказ – эвакуация. Корчак знает, куда ведут. Он знает. Он одевает детей в лучшую одежду. Чистую, опрятную. Говорит им, что они едут за город, на пикник. Наконец-то луга, ручьи, лес с ягодами. Они выходят во двор и строятся. Впереди Корчак. Голова поднята, без шляпы. В кожаном ремне и высоких сапогах. Он держит за руки детей. Одного несет на руках. За ним Стефания. За ней воспитатели. Один из детей несет зеленый флаг короля Матюша со звездой Давида. И колонна идет. Через улицы гетто. Мимо обезумевших толп, которых гонят на площадь. Мимо полицейских и охранников. Очевидец Нахум Рэмбо напишет потом. Это был не марш к поездам. Это был организованный молчаливый протест. Все дети шли по 4, с Корчаком во главе, взгляд устремлен вверх. Это были первые ряды, которые шли в свой последний путь с таким достоинством. Рэмбо предлагает Корчаку уйти. Корчак качает головой. Он не оставит детей ни на минуту. На площади, по одному свидетельству, офицер узнает Корчака, автора его любимой детской книги. Предлагает уйти. Другой очевидец, Иегошуа Перля, запишет. Произошло чудо. 200 детей не кричали. 200 чистых душ не плакали. Ни один не убежал. Ни один не попытался спрятаться. Поэт Владислав Шленгель, который погибнет в восстании через год, напишет стихи. Кто-то подбежал. Вот бумага от Бранта. Вы можете вернуться. Корчак молча покачал головой. Он даже не пытался объяснить, как вложить в эти бездушные головы, что значит оставить ребенка в такой час одного. 192 ребенка поднимаются в эшелон. С ними Корчак, Стефания, весь персонал. Он не борется, не стреляет, не спасает. Он просто не отпускает их руки. В лагерном мемориале 17 тысяч камней. На одном высечено имя. Януш Корчак и дети. Вьетнам. Сомгми. 16 марта 1968. 24-летний пилот разведывательного вертолета видит внизу не бой. Видит трагедию. Свои атакуют безоружных. Женщин. Стариков. Земля, заваленная павшими. Хью Томпсон. У него нет приказа это остановить. У него есть только вертолет и 2 человека на борту. Стрелок Ларри Колберн и бортмеханик Глен Андреотта. Он сажает машину между своими солдатами и горсткой уцелевших. Разворачивает бортовой огонь не на врага, на своих. Если они откроют огонь, открывайте вы. Он вызывает эвакуацию по рации, перекрикивая протесты собственного командования. Спасает 11 человек в тот день. Вытаскивает раненую женщину из-под завала и вытягивает ребенка из траншеи. По уставу нарушитель присяги, направивший оружие против своей армии. По совести, единственный, кто остался человеком. 30 лет после Сонгми его в собственной стране называли изменником. Ему угрожали. Однополчане не подавали руки. Потом показания в Конгрессе, расследование и высшая военная награда Соединенных Штатов Америки за героизм. Оружие, развернутое против своих. Высший устав, который оказался выше присяги. Не убий. Когда начинается война, оставаться верным этой заповеди – это уже не просто комфортная философская позиция, это тяжелейший, мучительный выбор. В аду нет чистых выходов. Заповедь не призывает к пассивному наблюдению за злом, наоборот, она требует действия, пожертвовать собой, не сделав выстрела, а иногда найти смелость взять на себя грех. Человек, защищающий свой дом, не берет в руки святой меч. Он осознанно пачкает свои руки, принося в жертву собственную безгрешность, чтобы спасти других.
Именно поэтому священник, крестящий уходящий вперед строем, не говорит «Бог на нашей стороне». Он говорит «Ты уходишь не один». Там будет страшно, там будет тьма, но Бог пойдет с тобой, чтобы ты окончательно не потерял душу. Когда на плацу Аушвица спросили «Где Бог?», Визель ошибся, решив, что он погиб. Бог не наблюдает за войной сверху, из безопасной пустоты. Он здесь. Он спускается в этот ад каждый раз, через человека. Он смотрит и ждет, останешься ли ты его руками, его голосом и его совестью в ту самую секунду, когда весь мир кричит тебе стать чудовищем.